Итак, сегодня мои 6 друзей возвращаются из своих путешествий с рецептами. Но я, проникнувшись местными традициями, решил не встречать их с пустыми руками, а приготовить какое-нибудь особенное блюдо. И в этом мне поможет шеф-повар Артем Танцев. Ну, что мы сегодня будем готовить? Сегодня будем делать уникальное блюдо. Это филе ягненка с джайляо с 5 вкусами. Какого ягненка? Джайляо – это ягненок, который пасся, набрал самые вкусности у себя в мясе. И вот специально выдержали его, чтобы мясо созрело. И сейчас мы его приготовим. Замечательно. Это часть ягненка спина. По-казахски говорится, это бельдеме. Здесь самое мягкое мясо. Седло. Да, седло барашка. Да, поэтому мы его сейчас обвалим, сделаем филе и слегка промаринуем. Важно в этом блюде оставить тот вкус, который он в себя впитал. Ага. А то, что мы вкусы, которые будем с ним подавать, они немножко другие, потому что есть современные вкусы, есть традиционные наши казахские, есть евразийские вкусы. Поэтому... Ну да, это кардамон добавляют, чтобы перебить вот именно вот этот аромат бараний. Я думаю, что это не то, что он прибавить будет, некоторые будут моменты даже подчеркивать вкус такой нежнейший и так далее. Да. Как один мой гость сказал, у вас баранина откуда, с Новой Зеландии? Я говорю, ну, Новая Зеландия, Валатау где-то рядом. Вот, ну что, начнем? Начнем. Так, мы... Как я сказал, мы его немножко созревали, эту часть, в специальном холодильнике, чтобы мясо немножко отдохнуло и стало более приятно и податливее нам. А насчет других вкусов, про которые я вам сказал, мы будем делать белую морковь, которая традиционно добавляется в пловы у нас. Белую. Да, белая морковь, желтая морковь ее называют. Без каротина. Да, без каротина абсолютно. Куда же вы его дели? Каротин вывели. Каротин вывели бы, да. Один американец решил, что в морковке есть все витамины, которые нужны для жизнедеятельности организма, и питался одной морковью. Через 40 дней пожелтел и умер. Да, эта история. Эта история была у меня прям в жизни. Но это был не американец, а наш бухгалтер. Слава богу, не Подожди, умер. может, у него гепатит. Не морковка. Я когда захожу, она желтая такая сидит, я говорю, что с тобой? А тарелка морковки. Диета, понятно. Это вот самая нежнейшая часть, которую мы зачищаем. Вырезка знаменитая. Почему-то ее в народе называют минутка у говядины. Ну, готовится быстро. Да. Можно даже вообще не готовить. Я вот сейчас бы ее уже. Да. Мы жир убираем. Совсем убираем? Да, убираем жир, потому что вот он иногда улучшает вкусы какие-то, но иногда все-таки ухудшает. Поэтому мы, когда происходит там эмульгация его и так далее, теперь мы уберем, сейчас мы подмаринуем немножко. Любая хозяйка, представляете, что бы с этим сделала? Представляете, что бы сделала любая хозяйка с этими отходами? Он их сейчас выбросит. Нет, ни в коем случае мы не выбрасываем. Мы безотходные, поэтому мы это используем куда-то на плов, куда-то на шурпу, на сурпу и так далее. Поэтому... Так, все. Теперь мы добавляем масло. Оливка? Нет, это растительное масло, потому что оливка это у нее все-таки европейский вкус, и он немножко дает мясу немножко. Убивает национальный аромат. Национальный характер у этого мяса он снижает, да. Все, слегка вот есть такое, понимаешь, что мясо нельзя солить. Слышали, наверное, да? Да, слышали. Но все слышали. Все слышали. Но есть, я путем собственных экспериментов и беседами с коллегами с моими понял, что мясо надо солить 2 раза. Слегка присаливать сразу, и потом в конце еще Ну, досаливать. слегка-то можно, почему никто против этого нет. Мы запекаем
Немножко добавляем масла, опять же, растительное масло. Добавляем зиры сюда, морковь. Немножко чеснока. Заворачиваем. И отправляем в печь. Сейчас. У нас мы разогрели специальную Отправляем печь. помощнику, да, а да. он в печь. А он отправляет в печь, да. Ага. А печь не просто, а на углях, не на электрическая. Да, на углях там все как. Запекаем тыкву. Первый вкус у нас морковь. Нам надо было передать основной, как в плове, вкус. То есть восточный такой вкус, пловный. Тыква, запеченная немножко с кориандром. Немножко с кориандром и с чесноком. Ее отправляем. Это есть же выражение «все в печь». Вот так же и мы. Все в печь. Болгарский перец. Целиком? Паприка европейская целиком. Без масла, Без масла ее. Тоже в печь. потому что болгарский. Потому что болгарский. Да, и мы ставим отваривать нут. Нут. Он замачиванный нут. Нут я в нуте хотел передать вкус знаменитого хумуса. Вот именно когда хумус с баранинкой, он какой-то дает такой определенный шарм. Вот мы ставим его варить. И самый элегантный момент, который будет из 5 вкусов, это свекла с шоколадом. Она очень сочетается С чем? с шоколадом. Кто? Свекла? Свекла, да. С шоколадом. Да. Ну, продолжаем. Мы сделали маленькую паузу, чтобы вы не задохнулись слюной, дорогие наши. Да. Все, мы немножко подперчиваем наше филе, которое уже подмаринованное. Щипцы, да? Да, такой Пинцет. пинцет. А вот щипцами такими нельзя. Вы выдавите весь сок из мяса. Это варварство. Пинцет. Чуть-чуть его подсаливаем. И уже будем отправлять на сковородочку, потому что оно уже само хочет, чтобы его съели. Да. Сделано. Все, уже готово. Да. Можно переворачивать. А масло-то уже распущенное, горячее. Да, масло. Причем масло специально перетопленное, чтобы убрать этот лишний казеин молочный. Мне это, чем блюдо нравится, оно очень достаточно быстро готовится. Тем временем наши печеные овощи, которые были приготовлены с ароматом костра, мы пробили. Сейчас будем разогревать их и выкладывать. Наши 5 вкусов. И хотел еще один момент добавить насчет соуса. Соус делается на фреше гранатового сока, выжимки с деми-глазом соус. Ну что, мы начинаем выкладывать наши вкусы. Первый вкус – это нут с кунжутным маслом. Мы заправили, аромат идет. Да. И выкладываем от светлого тона к более темному. Радуга. Да, такую радугу делаем. Затем у нас Морковь. морковь запеченная. Паприка. А это паприка? Паприка. Немножко такой пахнет в Венгрии гуляшом. Венгры это же мадьяры. Они Да. родственники нашим Казахам? казахам. Да. Мадьяры, родственники? Мадьяры родственники, да. Поэтому я этот вкус и добавил сюда, чтобы все родственники были на одной тарелке. А вот это тыква. Да. Тыква. И свекла с шоколадом. Да, свекла с шоколадом. Но это такая, это евразийская интеграция, да? Ну, они тоже родственники. Тоже родственники, да. Теперь поливаем замечательным соусом. И нарезаем мясо. Ну, уже хорошо, и мясо не надо. Да. Вот сейчас. Тоже выбросить, да? Да, вот это Я тоже. выброшу.
Очень важно смазать вот этим маслицем. Почему это важно? Вот эффект интересный, потому что некоторые товарищи не любят, чтобы прям вытекало оттуда альбумин, вот этот белочек. Вот Последние как. такие штрихи, которые... Ну вот теперь у меня есть, что предложить моим друзьям. Я приду не с пустыми руками. Спасибо, Артем. Спасибо, это класс. Спасибо. Спасибо. Вот такая она, кухня Кейзет. Пылающая, освежающая, изысканная, домашняя, сытная, диетическая, традиционная, современная, удивляющая, родная и самая любимая. Спасибо, что проделали я это думаю, что большое путешествие по шкале вместе с нами. аутентичности это 5 из 5. Ас Это Болсон. прям трушный Приятного шумчик. аппетита. Классический плов. Я долго размышлял над тем, что почему именно праздничный, почему именно такие ингредиенты, потому что есть там варианты, зависящие от региона. Шымкент же рядом с Ташкентом, как бы. Отличные помидоры, вообще классные. Слушай, а чуть-чуть нужно прямо в тарелку смешивать? По Или можно- вкусу, по желанию, абсолютно. То есть Вот я кто-то хотел любит про это. есть его отдельно от тарелки, потому что он сохраняет свою холодную температуру. Так скажем. Вообще- Да. Положишь в тарелку, он станет теплым, ну, и, естественно, и вкус изменится. Плов без ачучука – это как кухня без Назарова. Так, ну, сейчас, что, тогда я знаешь, да, после плова, конечно, я себя уже лучше чувствую, и вам, конечно, расскажу. Я был в Алмате. Алмата, да, это Алма. Алма это что у нас переводится? Яблоко. Поэтому я привез яблоки. Ладно, да, шучу. Я привез самый настоящий, сумасшедший просто лагман. Можно лагман нам в студию? Да, давайте аплодисменты. У нас золотой стандарт. Это прям классика лагмана. Это гуйру лагман. Фишка в том, что это все готовится на специальной сковородке с таким соусом, с мясом там, и так далее. Ну что, всем приятного аппетита. Спасибо. Приятно. А можно его есть вот по-европейски, как лапшу? Да, Ну, ну, как- как Нет? пасту. Можно? Как Как вам? вам по кайфу вообще? Я думаю, да. Ну, сухой можно. Да. Похожие. Ну, Да. то есть, Не, у нас в программе Назим, мой друг, вот, который за лагман отвечал, он рассказывал историю, что паста появилась из-за лагмана. Ну, понятно. Вообще, итальянцы, они вообще... Весь Рим лагман с отсюда Китая пришел. пошел, наверное, да? Нет, говорят, что Марко Поло привез из Китая. Китая и Центральной Азии. Кордак в переводе с казахского языка от слова кор, то есть жарить. Поэтому я могу вам спокойно сказать, что это такое национальное наше казахское жаркое. Не куриное. Да, нет, вот как раз-таки есть в нем своя изюминка. Мясо здесь из морала. И посыпано оно здесь кедровыми Оленина, да? орешками. А я думал, Так. даки, это румыны, да? Вот. Давайте пробовать. Ошпарили, сняли. Скальп сняли. Это вот такая мелочь, но придает лакшери, да? Вот Пикантность, да. Сразу видно, что человек К отдавался. вопросу о лакшере, почему-то все это вот картошечка да, нарублена тартаром. Какой-то французский тут. Это было решение След. повара. Да. Да, это было его решение, чтобы Лепка. вас удивить. Надеюсь, вы удивлены сейчас. Как собраться не можем. Ну, я вас понимаю, потому что же это восточный казахстанский. Я эту фразу говорила там просто миллионы раз, так типа «Восточный Казахстан», потому что это моя родина. Я ем, все мне мало. Где же знаменитая сытность казахских блюд? Кто у нас предложит сытное блюдо? Так, я отвечаю за сытность. Итак, я привезла из священного Туркестана самое такое традиционное казахское блюдо. Называется оно бишбармак. И да, друзья, мне повезло.
Что это ес? получается у нас... Это как переводится с казахского? Ес с казахского. Да, так и Не, это переводится, о, да, Ес. наконец-то бешформат. Сказать нужно ед. Да, ну, Так без бармак или без бармак? Ну, Вообще вообще ед, по идее, без да. раз 105. Бешпармах это как бы придумано. На самом деле ед просто. А бешпармах это уже там ее написали. Ес? ед. Ед. Просто мясо, да? Да, мясо. Ед. А, Я не мясо. знала, спасибо. Так, запишу себе. Тут у нас тесто, мясо, много лука, и все это подается в бульоне. И, кстати, я наконец-то узнала, почему у меня дома не получается сделать вот именно так же вкусно. Во-первых, я использую всегда готовое тесто, как и все как-то городские келинки. Вот. Но когда ты готовишь сам тесто, раскатываешь его и в муку добавляешь не воду, а бульон, вот тогда вот в этом и весь смак вот этого аутентичного теста бешбармачного. Так, Бешпармак. Это очень вкусно. Мне кажется, нет ни одного жителя Казахстана, который бы не попробовал беш. Это нокаут, жесть конкретно, не обсуждается вообще. Конина, да? Кстати, Да. бешпармак из конины. А. Только мы не знаем, как его звали. Он не успел сказать. Он не успел в отличие сказать. от Серика, да. кто уверен, что это он? Хотя да. Мне кажется, это кобыла. Надо было, как со мной в детстве родители поступили. Папа приехал с Кубы, а я гулял во дворе на следующий день. Мне мама зовет: хочешь есть? Да. Ну, садись, вот папа курочку привез. Я съел лапку куриную, еще одну. Они какие-то маленькие цыплятки. Ну, еще есть. Дали третью лапку. А еще. Дима, только спокойно. Это не курица. Это лягушка. Лягушка. Не было паузы, сказал: ну, еще есть? Друзья мои, вы обратили внимание, что закуска немножко пьянит? я вот тоже думаю, либо чай, либо это... Это что-то было, наверное, у нас в блюдах, в мясе. А что-нибудь вообще без мяса в Казахстане есть? Вегетарианское или какое-то? Без мяса, мне кажется, ничего нету, только салаты узбекские. Причем узбекские, да. Да. Ну, мне в этом плане больше повезло, потому что я летал на море, загорал, мастер йода чуть позеленел. Я привез вам специально, как и, в принципе, Азиза, специальное блюдо, рецепт. Блюдо называется бешпармак. В студию. Ура! Да. Только бешпармак это из рыбы. Смотри, совсем Да, другой. на Западе его называют фиш-пармак. Да. Фишка этого блюда – это осетрина, которая специально выращивается для вот этого блюда. Замечательно. Почему бешпармак из рыбы в Ахтау? Потому что там нету, ну, то есть проблемы с пресной водой. И чтобы держать скот, очень тяжело, то есть без пресной воды. Они пьют опресненную воду, поэтому они решили, нам легче, короче, из рыбы У сделать них бешпармак. там, значит, уходят кругами стада осетров. Да, И там пасутся. А Пасутся, как пасутся. называется морской чебан там у них? Акула, наверное, какая-то, не знаю. Ну, там выращивают там. Фиш-чабан, мне кажется. Чуть-чуть не для меня все-таки. Ну, не любишь легкое, да? Ну что ж, друзья, мне казалось, что я никогда не наемся. Да, Жека, ты тоже, да? Я не наелся, я никогда не наелся. Да. Ну тогда ладно, это тогда не имеет никакого значения, тогда Жеку за скобки. А мы все в порядке, и слава богу, что мы перепробовали. Постойте, Дмитрий. Вы забыли про самый важный и уважаемый город в нашей стране. Ты готов назвать На самом название этого города? деле, мы всегда оставляем самое лучшее напоследок. И я шучу, конечно, друзья. Мне очень понравились все сегодня блюда и все презентации. Я все проговорился. Самое лучшее сейчас. Но мой черед. Нагима сегодня рассказывала, что она с востока, с Усть-Каменогорска, Жека у нас с юга, с Тараза. Вообще Казахстан, можно сказать, это фьюжн тоже разных культур. Мы всегда находились между Востоком и Западом. Через нас проходил великий шелковый путь, и мы брали самое лучшее у всех. Это филе баранины у нас
значит, имеет Слюну сглотнул. следующие ингредиенты. Во-первых, это гречишный мед. Абсолютно верно. Во-вторых, это шпинат под устричным соусом. То есть здесь мы даже имеем некоторое французское влияние. А также это белый кунжут. Плюс немножко фиников. То есть здесь наше национальное мясо под очень разнообразными приправами и соусами. Бон аппетит. Мне нравится, что здесь есть что-то сладкое, да? Лучший способ отблагодарить за хороший дастархан — накрыть еще один дастархан. И раздать пакеты. Нет, сейчас все сначала, но уже от меня. От меня, да. Поэтому я приготовил блюдо, в котором использованы и традиционные казахские рецепты, и современные международные технологии. Это... А можно с собой пакетов забрать? Нет. Это надо съесть здесь, сейчас, потому что я к этому приложил руку. И мне хочется увидеть, насколько вам это понравится. Говядина, да? Нет, это ягненок Жайлау, да, с 5 вкусами. Дорогие наши зрители, на этом мы с вами прощаемся и продолжаем наш праздничный той. Саубол, Казахстан! Той бастар, Пакет мира.